Возможно ли выучить все славянские языки? И можно ли это сделать быстро и эффективно? Посмотрите в сегодняшнем выпуске. Всем привет! Меня зовут Ростислав Антон, и это канал «Славянское дело». Сегодня я вам расскажу о том, как можно быстро и эффективно выучить славянские языки. Я по образованию сравнительный славянский языковед, или иностранными словами славист-компаратист-лингвист, теолог и историк. На протяжении всей своей жизни я был в каком-то контакте, в какой-то связи со всеми славянскими языками. Об этом я поподробнее рассказал в своем предыдущем видео, которое вы можете посмотреть тут. А сегодня я вам расскажу о том, как можно быстро и эффективно выучить все славянские языки. Я сам их выучил. Конечно, я не скажу, что я знаю все эти языки в совершенстве, что я не делаю никаких ошибок. Я вам скажу то, с чем мы встречались на первом курсе лингвистики. А это то, что никто из нас не может совершенно до конца выучить никакой язык, даже свой родной. Потому что язык постоянно меняется. В нем есть разные области, вы можете разбираться в одном деле, не разбираться в другом. И таким образом вы никак не можете полностью владеть каким-то языком. Но, тем не менее, вы все-таки можете выучить эти языки, и для вас это может быть даже очень полезно. Я обращаюсь особенно к славянам, к нашему народу, потому что считаю, что изучение наших языков, оно нас сближает, потому что язык – это как ключ какой-то. Можно себе представить какой-то дом, в котором живет одна семья, а это славяне. И у каждого из членов этой семьи есть своя комната. Эти комнаты, образно говоря, это, допустим, там, словенцы, русские, хорваты, поляки, чехи, словаки, болгари, македонцы, сербы и все остальные. Изучив каждый из этих языков, вы получаете ключ от каждой комнаты. Таким образом, вы можете поближе узнать поляков, словенцев, русских и так далее. Что нужно знать, прежде чем взяться за изучение славянских языков, ну и любых? Язык мы начинаем учить раз, а не заканчиваем никогда. Всегда можно чему-то новому научиться, а к этому мы всегда должны быть готовы. У себя я заметил, что прежде всего нужна очень хорошая мотивация. Для меня это была как раз любовь к собственному народу. Я хотел как можно больше, как можно глубже узнать своих братьев русских, поляков и прочих славян. И, собственно, поэтому я решил выучить эти языки. Таким образом, получил доступ к литературе на этих языках, к их истории. И таким образом мог узнать, что эти люди сами говорят о себе. Свою мотивацию вы можете проверить с помощью таких вопросов, как, например, почему я хочу выучить язык? Что мне это принесет? Как я буду использовать этот язык? И так далее. Номер 2. Изучение языков для вас лично должно быть весело, ибо мозг тогда работает совсем по-другому. Он просто впитывает все, что слышит, видит и так далее. Выделяется эндорфин, гормон счастья, и это вам помогает не бросить изучение языков. Поэтому очень важно учить языки так, чтобы вы получали от этого удовольствие. Допустим, вам нравится готовка, да, и вы хотите выучить польский. Тогда слушайте и смотрите в Ютубе, как люди готовят, слушайте видеоблогеров на тему, которая вас лично увлекает. Можно даже фоном слушать, когда занимаетесь спортом, когда готовите, когда ездите на работу. Важно только то, чтобы слушали активно, а для этого как раз и нужно, и важно, чтобы то, что вы слушаете, было для вас лично увлекательно. Я, например, слушал все, что мог найти на тему славян, во всех славянских языках, о том, как вести бизнес, как учить языки, как готовить, про политику в славянских странах, новости, как живут в разных славянских странах и так далее. Есть еще один плюс в этом. Если вы начнете учить язык, слушая, читая, смотря на нем то, что вам лично нравится, вы этим обеспечите то, что вы и в дальнейшем будете использовать его и со временем его не забудете. Номер 3. Это постоянство.
Языком вы должны заниматься регулярно, в идеальном случае каждый день. Вам это кажется много? На самом деле это немного. Но тут дело в том, что вы должны быть в контакте с изучаемым языком минут 30 в день, а если вы прям совсем заняты, то как минимум 10 минут. Меньше я бы не советовал. Мозгу должны дать время, чтобы он увлекся языком. А когда, допустим, у вас будет больше опыта с таким методом, а времени меньше, то можете сократить эту практику до 5 минут. Четвертое. Учите языки, когда вы отдохнувшие, когда вы в хорошем настроении. Или поднимите себе настроение изучением языков. Тогда эффект будет самый лучший. Пятое. Комбинируйте разные способы изучения языков. Например, учебник, причем хороший обязательно. Слушайте, найдите любимую музыку. Разговаривайте, причем с самого начала. Ошибок не надо бояться. Смотрите, найдите любимые фильмы, сериалы, видеоблогеров на языке, который изучаете. Веселитесь, радуйтесь. Номер 6. Учите язык как дети. Другими словами, не бойтесь ошибок. Многие из людей, которые изучают иностранные языки, очень боятся разговаривать с носителями. Мне это знакомо. Я сам боялся. Но смотрите, как дети учатся чему-то новому. Когда начинают учить язык, например, свой родной язык, они произносят неправильно, но это же их не останавливает. Они от этого не перестают болтать. Они говорят и говорят и говорят, пока не начинают говорить понятно и правильно. Или другой пример. Посмотрите на скульптора, который делает скульптуру из, допустим, камня. Разве он сначала ее делает совершенной, или он сначала высекает, потом шлифует, и она со временем принимает форму и становится красивой, идеальной. А так и вы, когда учите языки, не бойтесь ошибок, говорите вопреки ошибкам, со временем их убирайте. Играйте с языком, чтобы вам было весело. Давайте перейдем уже к славянским языкам. Славянские языки – это близко родственная совокупность, группа языков индоевропейской языковой семьи. То, что они родственные, значит, что у них был общий язык-предок. В нашем случае это прославянский, конечно. Славянские языки – это все дети одной матери, прославянской. В соответствии со звуковыми и морфологическими правилами, законами обычно делятся на восточные, западные и южнославянские языки. В восточнославянскую группу входят русский, украинский, белорусский, еще русинский и полишутский. В западнославянскую группу входят польский, чешский, словацкий, кашубский, силезийский и верхний нижнелужицкий. До своего исчезновения в XVIII веке в эту группу входил и палапский или древано-палапский язык. Потом в южнославянскую группу входят градищанский хорватский, славянский, хорватский, сербский, боснийский, черногорский, македонский и болгарский, а в прошлом старославянский. Кто-то считает некоторые из этих языков диалектами. А что касается моего личного мнения, я считаю, что славянский язык один, очень богат многими диалектами, и каждый из них нужно сохранять и поддерживать, ибо если мы потеряем хотя бы один, навсегда закрываем дверь к более совершенной, более правильной реконструкции нашего праязыка. А этим также теряем доступ к нашему древнему прошлому, о котором можно узнать благодаря реконструкции праязыка. Еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал, прежде чем кто-то начнет спорить. Мое утверждение, что славянский язык один, это мое личное мнение. С точки зрения современного языкознания, конечно, языки определяются по-другому. Так было и на протяжении истории. С точки зрения истории, славянский язык один, более-менее до XIX века. А почему? Потому что таким его воспринимают авторы исторических источников. С точки зрения исторического языкознания, это, конечно, не так. Посмотрим это на примере древнерусского. С точки зрения авторов исторических источников, он ни разу не называется древнерусским. Если бы вы спросили у носителей, на каком языке говорят, они бы вам не сказали «на древнерусском». Их язык назывался просто славянским. Подобная ситуация была и у других славян. Допустим, у поляков, сербов, хорватов, чехов, словенцев, болгар и других. В исторических источниках они в преобладающем количестве случаев названы просто славянским языком или диалектами славянского языка.
Очень часто даже впрямую говорится о славянском языке, на котором говорят от Адриатического до Ледяного моря, от Лабы, Эльбы до Урала. Выражение древнерусский – это исключительно лингвистическое название. Русский, потому что к Руси относится, древний по отношению до современного русского языка. По таким же причинам украинцы его могут назвать древнеукраинским, а белорусы – древнебелорусским. Подобное в других славянских странах в языкознании называют старые варианты своих языков. Например, древнеславянский, древнехорватский, древнеболгарский, древнепольский и тому похожее. В исторических источниках же они все называются славянскими. Изучение славянских языков нам сильно облегчает познание фонетических или звуковых законов, описывающих развитие славянских языков. Звуковой закон – это такое правило, которое описывает, как или в каких условиях определенный звук в каком-то языке и как меняется на протяжении истории. Для иллюстрации я приведу несколько звуковых правил, изменений в славянских языках в отношении к праславянскому. Они могут ускорить ваше изучение славянских языков. Такие правила изменения, например, вторая палатализация или второе смягчение согласных. Перестановка праславянских оры, олы, эры, элы еще известна как метатеза. Развитие праславянских звуков т, д. Развитие праславянских носовых эн, он. Развитие совокупности звуков тл, дл. Давайте теперь посмотрим на примерах, как нам это может помочь. Что мы видим в этой таблице? Слева написаны названия звуковых изменений, звуковых правил. Да? Там видите вторая палатализация, метатеза, развитие т, д, развитие носовых и развитие групп тл-дл. Да? Сначала у нас будут примеры на праславянском, потом западнославянские языки на примере польского, потом южнославянские языки на примере хорватского и восточнославянские языки на примере русского. Итак, вторая палатализация – это такое правило, согласно которому такие звуки, как к и г, в положении перед передними гласными и, е, меняются в ц и з. Допустим, у нас есть праславянские слова квяту, гвязда. В польском сохранились формы без палатализации. Итак, они говорят квят, гвязда. В хорватском она произошла цвет, звезда. И в русском она также произошла цвет, звезда. Второе изменение – это у нас метатеза. На праславянском слова голва или еще голва и берго. В западнославянских языках от этого произошли группы во и же. Итак, у нас будет по-польски гłowa и бжек. В хорватском эти же группы развились ла и ре, то есть глава, брег. Результат развития в восточнославянских языках – это полногласие, то есть голова, берег и так далее. Потом развитие праславянских т и д. Слова как святя, медя. В польском языке они развились в ц и дз, то есть святя, швеца, медя, медза. В южнославянских в ч и дж, то есть свеча, меджа. И в русском в ч и ж, то есть свеча, межа. Развитие носовых гласных. В праславянском будет пенти и монжи, то есть м и он у нас. В польском они сохранились, но не всегда носовые в польском соответствуют тем же носовым, которые были в праславянском. Итак, в польском будет пенч, монж. В южнославянских языках они потеряли свое носовое свойство, поэтому по-хорватски будет пет, муж. В русском также произошла деназализация, и поэтому народ стал произносить как пять муж. И потом у нас еще развитие таких групп согласных, как тла-дла. В
праславянском орла или ордло и гурдло или гурдло. В западнославянских языках они лучше всего сохраняются, то есть радво и гардво на польском. В южнославянских и восточнославянских они теряются, то есть рало, рало, грло. А в русском это будет рало и горло. С каких славянских языков начинать? Исходить нужно из традиционного группирования славянских языков в восточную, западную и южную группу языков. Одну группу для нас в каждом кругу, в каждом ходу изучения будут представлять 3 славянских языка. Они обязательно должны быть из разных групп. Итак, первый ход. Учитывая, что вы смотрите этот выпуск, предполагаю, что вы все говорите и понимаете по-русски. Поздравляю, это уже большой плюс. Русский для славян очень хороший выбор славянского языка, который полезно выучить. Это потому, что на русском говорит или его понимает около половины всех славян, ну или даже чуть больше. Выбирая русский, вы получите доступ к большому восточнославянскому миру. Лучший выбор второго славянского языка из западнославянской группы в первом ходу это, конечно, польский. Польский потому, что это самый большой западнославянский язык. Изучив польский и русский, вы автоматически будете очень хорошо понимать украинский и белорусский. Это важно для дальнейших ходов, когда будете изучать как раз эти 2 языка. Также польский подготавливает вас к изучению лужицких языков и чешского и словацкого. Из южнославянских языков лучший выбор – это хорватский. Почему именно хорватский, а не сербский, можете спросить? Потому что на хорватский язык намного больше повлияли диалекты – кайковский и чаковский. Сербская норма, с другой стороны, включает в себя больше турецких заимствований, которые для вас могут быть немножко непривычными. Кроме этого, сербский литературный язык входит в Балканский языковой союз, в котором встречаются уникальные синтактические конструкции, которых нельзя найти ни в одном из славянских языков, но за исключением болгарского и македонского. Поэтому он вам может на первый взгляд казаться тяжелее хорватского, но это не обязательно. А выучив хорватский, вы познакомитесь и с кайковским, а это вам в будущем откроет дверь к изучению славянского. А также вы будете совершенно хорошо общаться с сербами, боснийцами и черногорцами. Еще один плюс в том, что выучив польский и хорватский, вы, так сказать, бесплатно получите словацкий. А можете учить сербский и хорватский одновременно, если найдете такой учебник. Итак, сократите, конечно, время изучения языков. Это у нас был первый ход. На второй ход я предлагаю украинский, чешский и болгарский. На третий – белорусский, словацкий и славянский. На четвертый потом – русинский, верхнелужицкий и македонский. В последнем кругу для очень увлеченных предлагаю выучить старославянский, ознакомиться с праславянским и полапским. Конечно, вы можете в каждом ходу выбирать по своему личному выбору. Важно только то, чтобы в каждом из них каждый славянский язык был из другой группы. Мой опыт какой был? Так, что я прям начал изучать славянские языки, кроме своих родных. Это все началось, когда я поступил на сравнительное славянское языкознание в Любляне. И так, у нас мы учили как раз 3 славянских языка. Первый, основной язык, который, это само по себе понятно, это был славянский. Восточнославянский обязательно у нас был русский, по причинам, которые я раньше упомянул уже. И такой самый свободный выбор был западнославянскими языками. Чешским, словацким и польским. Я выбрал польский. Польский я выбрал не потому, что я уже тогда что-то понял, да, а потому что польский мне казался как самый трудный славянский язык, который
очень далек от всех других. Это казалось мне тогда так, да? И логика была такая, что если я выучу самый сложный славянский язык, то все остальное для меня будет просто очень легко. Вот. Ну, с словацким я довольно часто встречался раньше, потому что достаточно часто ездил в Словакию. У меня там тоже есть знакомые, друзья. И друг мой, тоже, который учился со мной на сравнительном славянском языкознании, он наполовину словак, наполовину словенец. Я к нему там в гости ездил, мы всю Словакию пропутешествовали. Так что, Вратислав, если это смотришь, большой привет. Это был у меня опыт со словацким. Потом я уже начал учить украинский язык и болгарский. И последний круг это для меня было так. Это было совсем недавно, на самом деле. Это был чешский, это был македонский и это был белорусский. А я не посчитал еще там лужицко-сербский, конечно. Это только потому, что я учил лужицко-сербские языки, но учебники у меня были достаточно плохие. Поэтому мне как-то кажется, что говорить я бы, наверное, не смог, хотя, понимаю я хорошо, да. Не проблема там читать что-то на лужицком, да. Еще забыл один занятный язык. А это русинский. Его я тоже учил, но там учебник не до очень высокого уровня был. Это учебник по русинскому, по-моему, Прешевского университета. Прешев — это город в Словакии. Ну да, и так как-то я изучил все славянские языки. Конечно, я не скажу, что я владею ими в идеале. Моя цель была, и моя мотивация была такая, чтобы выучить все славянские языки, чтобы понимать литературу всякую. Затем, чтобы общаться с людьми, это очень важно. На самом деле, для меня это оказалось самым быстрым изучением языков, когда я попадал, допустим, в польскую среду. И у меня настроение было такое, что нет, в Польше я не буду использовать никакой английский, я с поляками все по-нашему договорюсь. Это же все наш язык, славянский в смысле, да. И так и было. Так что то, что вы погружаетесь в какую-то среду, это не значит, что будет легче выучить язык. Потому что бывает, например, целая куча там на Западе славянских иммигрантов, которые общаются только с собой, только друг с другом. И, конечно же, они могут 10 лет жить в какой-то стране и не говорить на языке страны. Конечно же, нужно языком заинтересоваться, нужно с кем-то общаться. Тогда и будет развитие. Теперь вопрос для вас. Какие из славянских языков вы бы выбрали? И по какой очереди вы бы хотели выучить? Напишите внизу. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, делитесь нашим видео, поддержите нас на Патреоне. И увидимся в следующий раз. Пока-пока. Это, наверное, все. Очень хорошо вышло. Я доволен.